Компания Maserati представила компактный премиум-кроссовер Grecale, построенный на общей с Альфа Ромео Stelvio заднеприводной платформе Giorgio. Новинка оснащается двигателем V6 Nettuno от среднемоторного MC20, 8-диапазонным автоматом и полным приводом с самоблокирующимся дифференциалом в задней оси. Самая мощная модификация Grecale Trofeo разгоняется до сотни за 3,8 секунды. Из этого видео вы узнаете все детали и подробности о новейшем кроссовере от Maserati, который готов бросить вызов Porsche Macan. Кроссовер Maserati Grecale был анонсирован еще осенью 2020 года, а его премьера должна была состояться год назад. Мероприятие переносили дважды, но теперь Grecale все-таки рассекречен. Он назван в честь холодного средиземноморского ветра, дующего с острова Мальта. В основе автомобиля лежит платформа Giorgio, на которой базируются модели Альфа Ромео Giulio и Stelvio. Но у них есть некоторые отличия. Это растянутые на 83 мм колесные базы и опциональные трехкамерные пневмостойки, которые дают диапазон изменений клиренса на 65 мм. Спереди стоят двойные поперечные рычаги, сзади многорычажка. Как и все модели марки, с этого года вседорожник получил 3 исполнения – GT, Modena и Trofeo. Колесная база Maserati Grecale по сравнению со Stelvio увеличена с 2818 до 2901 мм. Увеличенная колесная база Maserati Grecale позволяет позиционировать автомобиль не только как спортивный, но и как семейный кроссовер. Габаритная длина кроссовера составляет 4846-4859 мм в зависимости от модификации. Ширина 1948-1979 мм, высота 1659-1670 мм. Расстояние между осями во всех случаях составляет 2901 мм. То есть по габаритам новинка разместилась между Levante и Альфа Ромео Stelvio. Еще Grecale на 165 мм длиннее своего главного конкурента Porsche Macan. Визуально кроссовер выделяется низкой и широкой решеткой радиатора, чистотой форм, акцентами из углепластика и бумерангами фонарей, созданными под вдохновением от купе 3200 GT. Покупателям предложены колесные диски размерностью от 19 до 21 дюйма и широкие возможности персонализации экстерьера и интерьера. Среди материалов внутренней отделки заявлено дерево, кожа и углепластик. Интерьер Maserati Grecale выглядит довольно традиционно, но со своими особенностями. Например, в переднюю панель встроены сразу 4 экрана. Приборный 12,3-дюймовый, основной мультимедийный 12,3-дюймовый и расположенный ниже вспомогательный 8,8-дюймовый экран. Он отвечает за микроклимат и ездовые настройки. Еще есть 4-й дисплей. Это смарт-часы, которые помимо привычного циферблата могут отображать компас, хронометр и индикатор ускорений, а также визуализировать голосового помощника. Кроме того, есть отдельный экран диагональю 6,5 дюйма на заднем ряду. Он отвечает за 3-ю зону климат-контроля. А за доплату предложен проекционный дисплей перед водителем. Среди опций есть панорамная крыша, аудиосистема итальянской фирмы Sonsus Faber с 14 или 21 динамиком, автопарковщик и адаптивный круиз-контроль, работающий на скорости до 210 км в час. Объем багажника составляет 535 литров у мягких гибридов и 570 литров у версии Trofeo. Каждому из вариантов соответствует только один мотор. Все они имеют 8-ступенчатый автомат фирмы ZF и полный привод с муфтой подключения передней оси. Причем кардановый вал сделан из углепластика. Базовый Maserati Grecale GT – это мягкий гибрид, который имеет 2-литровую четверку с комбинированным наддувом из турбокомпрессора и электрического нагнетателя, а также 48-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом. Отдача составляет 300 лошадиных сил и 450 ньютон-метров. Такой кроссовер может разгоняться до сотни за 5,6 секунды, а максимальная скорость составляет 240 км в час. Вторая версия Grecale Modena имеет тот же 2-литровый мотор, но с увеличенной до 330 лошадиных сил мощностью. Но крутящий момент составляет те же 450 ньютонов. Время разгона до 100 км в час уменьшено до 5,3 секунды. В стандартное оснащение входит пружинная подвеска с адаптивными амортизаторами.
При этом у версии Modena на 34 мм расширена колея задних колес и по умолчанию есть самоблокирующийся задний дифференциал. Также для обеих версий видеоопций доступна пневмоподвеска. Топ-версия Trofeo оснащается 3-литровым битурбомотором V6 Nettuno, известному по суперкару Maserati MC20. Дно его слегка дефорсировали. Было 630 лошадиных сил и 730 ньютон-метров, стало 530 лошадиных сил и 620 ньютон-метров. Плюс оснастили менее энергозатратной традиционной системой смазки вместо гоночного сухого картера и системой деактивации 3 цилиндров из 6 в пользу экономичности. Пневмоподвеска положена по умолчанию. При этом исполнение Trofeo получило блокировку заднего дифференциала с электронным управлением вместо механического самоблока. До сотни Grecale Trofeo разгоняется за 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 285 км в час. Для сравнения, топовый 440-сильный Porsche Macan GT-S набирает первую сотню за 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 272 км в час. Еще в версии Trofeo положен оригинальный аэродинамический обвес из карбона и самые мощные в гамме тормоза Brembo диаметром передних дисков 360 мм, а задних 350 мм. Все версии Grecale имеют систему изменения ездовых настроек, которые предусматривают режимы Comfort, GT, Sport и Offroad. Последний предполагает увеличение дорожного просвета на 30 мм у машин с пневмоподвеской. А у Grecale Trofeo вдобавок есть экстремальный режим Corsa с функцией Launch Control. За переключение режимов отвечает селектор на руле. Еще будет исполнение Grecale Folgore, который станет первым электромобилем Maserati. Формально его тоже анонсировали, но информации раскрыли минимум. Кроссовер будет иметь 400-вольтовую электросистему и аккумулятор емкостью 105 кВт-час, а крутящий момент электромоторов составит 800 ньютон-метров. Снаружи электрический кроссовер отличается от бензиновых собратьев особым дизайном передка с меньшим количеством вентиляционных отверстий, задним бампером без выхлопных труб и колесными дисками с улучшенными аэродинамическими характеристиками. На европейском рынке обычные кроссоверы появятся в первой половине 2022 года. К осени новинка доберется до США, Канады и некоторых стран Латинской Америки. Цены пока не объявлены. Как вам внешность и техническое оснащение нового Maserati Grecale? Напишите свое мнение в комментариях. Друзья, также напомню, что помимо YouTube я есть в Телеграме, на Яндекс.Дзене, Русюбе и ВКонтакте. Там еще больше контента и автоновостей. Ссылку оставлю в описании под видео и закрепленном комментарии. Переходите и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.